Для этого вкусного и сытного рецепта я беру 5 картофелин. Картошка весит чуть больше, чем полкилограмма. Я ее нарезаю такими тонкими кружочками. Вот так. Картошку помещаем в кастрюлю, заливаем водой, подсолим и ставим вариться до состояния аль денте. То есть, чтобы она была почти готова. Тем временем я беру одну крупную луковицу и порежу ее тонкими четверть-кольцами. Форму для запекания смажу растительным маслом. Вместо растительного можно, конечно же, взять сливочное масло. Измельченный лук выкладываю на дно. Со слегка недоваренного картофеля сливаем воду. Картошка идет следующим слоем на лук. Мы ее только подровняем, чтобы она лежала равномерно. Дальше я беру один крупный помидор. Помидор нарезаю тонкими четверть-кольцами. Выкладываю следом за картошкой. Стараюсь это делать равномерно. На помидоры сверху насыпаю немного прованских трав. Следующий ингредиент – кусочек сыра. В комментариях мне часто пишут, что зрители не любят рецепты с сыром. Если вы не используете сыр, просто пропустите этот ингредиент. Тогда на этом этапе помидоры стоит посолить. Сыра я взяла 100 граммов. На помидоры я высыпаю половину сыра. Вторую половину будем использовать позже. Следующий ингредиент – это куриное филе. У меня филе бедра 350 граммов. Курицу нарезаю такими небольшими кусочками. Прямо на доске ее посолю, посыплю черным молотым перцем и разомну руками, чтобы приправы распределились равномерно. Курицу выкладываем верхним слоем. Ну и, конечно, опять-таки распределяем равномерным слоем. Дальше мы к этой красоте сделаем вкусную и простую заливку. Для нее беру 3 яйца. К яйцам вливаю 150 граммов сливок. Посолим по вкусу. Я добавляю четверть чайной ложки соли. Также добавлю пол чайной ложки прованских трав. И пропущу через пресс пару небольших зубочков чеснока. И хорошо разболтаем. Ароматной заливкой заливаем все ингредиенты. Закрываем сверху фольгой и отправляем запекаться в разогретую духовку при температуре 200 градусов Цельсия или 390 градусов Фаренгейта. Через полчаса вынимаем форму из духовки и снимаем фольгу. И последний штрих. Берем оставшуюся половину сыра и посыпаем им верх запеканки. Ароматную вкуснятину снова отправляем в духовку. Для подачи этой вкусняшечки я порежу пару веточек петрушки.
Сыр расплавился вверх, зарумянился. Значит, все готово. На это у меня ушло еще 15 минут. Правда, время запекания может отличаться в зависимости от духовки. Аромат у этого блюда волшебно аппетитный, а вкус потрясающий. Я вам рекомендую обязательно его попробовать. А также рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам мирного неба, здоровья и удачи. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующем вкусном видео.